Друзья, всем привет! Я Марина, и с вами школа Сакрамел. И сегодня одна из главных тем для мастера маникюра – правильный опил форм. Я покажу на практике, на моделях, как выполнить основные базовые формы. Поехали! Ну что ж, давайте с вами приступим к практике на модели. На своей первой модели я покажу, как выполнить форму острый квадрат, мягкий квадрат, а также скво-овал. Для этого я буду использовать пилочку со сменным файлом. Сменный файл у меня с абразивностью 180 грит. Такие файлы являются одноразовыми, утилизируются после каждого клиента, а металлическая основа дезинфицируется по правилам стерилизации. Отклеиваю пленочку на файле, прикладываю, намечаю, где будет приклеен файл, и снимаю защитную пленку. На модели я выполнила снятие гель-лака аппаратом. Маникюр я пока что не делала, хотя обычно форму ногтей я придаю после маникюра. И начнем мы с осмотра формы. Здесь у меня самый короткий средний. Мне необходимо начать опил с него, но поскольку я хочу показать сперва жесткий квадрат, то выполню форму на указательном. На среднем вы можете увидеть, что не хватает уголка, поэтому мы выполним здесь мягкий квадрат. И на большом пальчике я сделаю форму скво-овал, потому что также не хватает уголка. На указательном выполним форму острый квадрат. Свободный край у нас является перпендикулярным к центральной оси, и уголочки острые, не скругленные. Провожу прямую линию через 3 фаланги, через центр кутикулы, намечаю центр будущего ноготочка. Уже сейчас видно, что свободный край у нас не является перпендикулярным к центральной оси, то есть один уголок выше другого. Необходимо произвести опил вот так. Между ногтем и пилкой у меня 90 градусов. Пилочка не заваливается под ноготок и на ноготь. Очень уверенно держу пальчик клиента, чтобы он не ходил ходуном при опиле. Пилку держу 4 пальцами с одной стороны и большим с противоположной, захват-ключ, и выполняю длинные движения пилкой в 2 стороны. Не короткие прерывистые движения, а длинные, для того, чтобы максимально быстро производить опил. Останавливаюсь тогда, когда кончики ногтя у меня полностью соприкасаются с пилочкой. После этого ставлю пальчик клиента на бочок и буду опиливать нижнюю параллель. Завожу пилку под ноготь. Ставлю ее в диагональ от точки вроста, то есть не на ноготь, а в диагональ чуть-чуть. И выполняю длинные движения под ноготочком. В свою очередь, нижняя параллель у меня параллельно центральной оси пальца. То же самое делаю с другой стороны. Хорошо убираю боковой валик, пилку подставляю под ноготь, длинные движения. Ставлю руку клиента на локоток. Смотрю, чтобы пальчик был ровно. И смотрю на уголки, чтобы ни один не возвышался над другим. Если мне что-то не нравится, я в таком положении подправляю форму. В завершении прохожусь бафиком под ноготком, чтобы убрать шелуху. И самое важное, при опиле нижних параллелей пилку ставим всегда под ноготь. Никогда не ставьте вот таким образом, чтобы пилка соприкасалась с точкой ногтевого роста. Боковая стенка ногтя будет истончаться и будут появляться сколы под самый корень. Также вы увидите при виде сбоку ступеньку при отрастании. Это самая грубая ошибка при опиле форм. И следующую форму, которую мы выполним, мягкий квадрат.
Особенностью ее является перпендикулярно свободный край и скругленные уголочки. Скругление зависит от пожеланий вашего клиента, может быть легкое скругление, либо достаточно сильное. Свободный край также опиливаю под углом 90 градусов длинными движениями. Отворачиваю ручку клиента, ставлю кутикула к кутикуле и смотрю на длину. Ноготочки должны быть одинаковые от кутикулы до свободного края. Сейчас слева уголок у меня более острый, справа более мягкий. На клиентах такое недопустимо. Если вы выбрали более скругленную форму, то уголочки на всех ногтях должны быть именно так и скруглены. Еще глажу, повторяя изгиб правого кончика. Хожусь бафиком, чтобы убрать шелуху. Отворачиваю ручку модели от себя, чтобы посмотреть на симметричность. Форма скво-овал у нас является производной от квадрата, прямые боковые стеночки и скругленный свободный край. Пилочку ставлю под ноготь под углом 30-45 градусов. Выполняю быстрое движение пилкой всей ее поверхностью. Видим, что образовывается полукруг. Опилим нижние параллели. Кладем пальчик на бочок, пилку под ноготь. Прямая параллель без скругления кончиков с одной стороны. И то же самое с другой. Прямая параллель без скругления кончика. В завершение вы можете чуть-чуть подровнять форму. Отворачиваем руку клиента от себя, чтобы посмотреть на симметричность. В таком положении можем подправить недостатки. Прохожусь бафиком, чтобы убрать шелуху. Здесь мне не хватает уголочка, который скололся у модели. В идеале, конечно, было бы его донарастить, но часто бывает такое, что мастер, например, не умеет этого делать, поэтому можно опилить вот так. Как вы видите, все формы идут производные от квадрата, поэтому правильно научившись опиливать его, остальные формы не составят труда. Ну и, конечно, я не могу свою модель оставить с разной формой ногтей, поэтому сейчас я их всех подпилю под мягкий квадрат. На данной модели я продемонстрирую, как опилить одну из самых распространенных форм ногтей – миндаль, округлую форму и классический миндаль. Выполняю осмотр ногтей, нахожу самую короткую ногтевую пластину от кутикулы до свободного края. Я не ориентируюсь на ногтевое ложе, на свободный край, меня интересует общая длина. Либо тот ноготь, который самый короткий, либо тот, у которого самое длинное ногтевое ложе свое. В данном случае я определяю, что самый короткий у меня безымянный. На нем сейчас форма более округлая, чем на остальных. Я сперва вам покажу на безымянном, как выпилить овальный миндаль. И далее мы уже его заузим, сделаем более острым, классическим. Я уже выполнила снятие гель-лака при помощи аппарата, маникюр еще не выполняла. Для начала выполняю осмотр ногтей, нахожу самую короткую ногтевую пластину от кутикулы до свободного края. Вижу, что в данном случае самый короткий ноготочек на безымянном. Приблизительно, в принципе, они равны, но самый короткий на безымянном. Именно поэтому я начну опил именно с него. Для начала разберем с вами форму мягкий миндаль, как она сейчас и есть, а далее уже их заострим наподобие
указательного пальца. Для опила я буду использовать пилку 180 на 240 грит. Посмотрите, каким образом я ее держу. 4 пальчика у меня находятся с одной стороны и большой с противоположной. Захват-ключ. Пилку располагаю через 3 фаланги пальца, через середину кутикулы. И теперь я вижу середину свободного края. Та точка, которой мне необходимо скруглять боковые стенки ногтя. Отмечу ее черным маркером. Конечно, на клиентах я не ставлю никакие точки маркером. Сейчас я нарисовала точку для того, чтобы вы знали, на что ориентироваться, где центральная ось при опиле формы. Выполним вот такую форму мягкий миндаль. Если я хочу убрать длину, то я буду работать жесткой пилкой под ногтевой пластиной. Посмотрите вид сбоку. Я работаю под ноготком. После этого будем опиливать боковые стенки, но не из точки ногтевого роста, а чуть ниже, на свободном крае. Длинные движения. Посмотрите, как у меня работает локтевой сустав. При этом я вижу торец пилочки, ее деревянное основание. То есть пилка у меня не заваливается под ноготь и не заваливается на ноготь клиента. Также ошибка, когда мастера совершают вот такое движение, то есть заводя пилочку на натуральный ноготь, тем самым истончая ноготь в точке вроста, и появляются сломы под самый корень. Пилка у нас с вами идет в диагональ, не касаясь точки ногтевого вроста. То же самое делаю с противоположной стороны. Длинные движения. Свожу мягкую дугу к центральной отмеченной точке. После опила двух сторон смягчаю середину. Длинные покачивающиеся движения лодочкой. Теперь, если посмотреть на вид сверху, мой ноготочек уже имеет приблизительно ту форму, которую я запланировала. Моя задача – проработать нижние параллели и самое главное – положить пальчик на бочок и зайти пилочкой под ноготь. Если пилка будет не под ногтем, а, например, в таком положении, то очень часто мастера совершают ошибку в виде ступенечек в точке ногтевого роста. Это неверно, поэтому ставим пальчик клиента на бок, пилку под ноготок и длинные движения в миндалевидной форме, в овальной. Все линии должны быть плавные, никаких острых углов. С одной стороны. Для того, чтобы опилить нижнюю параллель с другой, также кладу пальчик клиента на бочок и по той же схеме, заводя пилку под ноготь, опиливаю нижнюю параллель, не заходя сильно в точку ногтевого роста. Кладу пилку плоскостью для того, чтобы нижние параллели у меня были на одном уровне, чтобы ни одна параллель не провисала и не возвышалась над другой. И последний завершающий этап – это доработка формы в тех местах, где вам что-то не нравится. Всегда работаю только длинными движениями, не совершая коротеньких мелких. Это приведет к тому, что свободный край будет похож на шестеренку, не плавный, не гладкий. В завершении мне нравится проходиться бафиком под ногтевой пластиной для того, чтобы убрать появившуюся шелуху. После того, как я выполнила форму на всех ногтях, я поднимаю ручку модели, ставлю на локоток, пальчики располагаю ровно, чтобы не было сгибов, смотрю на симметричность. Если меня что-то не устраивает, то я могу прямо в таком положении доработать пилочкой.
Необходимо это для того, чтобы клиент видел ровную форму, так как наши клиенты смотрят на ногти по-разному. Кто-то вот так, а кто-то вот так. И для того, чтобы ногти были одинаково ровные, необходимо проверять их не только в положении, как вы их видите, но и в таком положении, как их видит ваш клиент. На указательном выполним форму миндаль классически, так как для более острой формы здесь недостаточная длина. Еще больше мы будем сужать кончик ногтя к центральной точке. Перевернула руку клиента и вижу, что первая фаланга у нас ровная, вторая чуть-чуть уходит в сторону и третья сильно уходит в сторону. Поэтому моя задача пилить ноготочек не по росту, а максимально его выровнять, чтобы он смотрелся ровно. Снова визуально провожу прямую линию через 3 фаланги, через центральную ось, через центр кутикулы. И вот где будет наш новый центр. Таким образом, нам нужно сместить направление роста ногтя. Работаю по тому же принципу. Не от точки роста, а чуть ниже, длинными движениями опиливаю боковую стеночку, смотрю в торец пилки, в ее деревянное основание. Справа лишь чуть-чуть, а слева уже в большей мере. Снова отверну ручку от себя для того, чтобы проверить длину. Ставлю кутикула к кутикуле четко, ровно и вижу, что мне еще необходимо убрать длину. Соответственно, сейчас выполняю длинные движения, формируя кончик ногтя. Еще чуть-чуть подзаузим свободный край. Легкими движениями пилочка едва у меня касается ногтя, без какого-либо давления. В точке роста не захожу. И теперь будем опиливать нижние провисающие параллели. Ноготочек у меня растет вниз, потом мне необходимо его чуть-чуть приподнять. Ставлю ручку клиента на бочок, пилку завожу под ноготь, выполняю длинные движения из точки ногтевого роста, чтобы не было ступенечек при отрастании. Пилка у меня уходит в диагональ, ни в коем случае не в ноготь. Видно? С одной стороны под ноготочком пилю прямую, чтобы поднять клюнувший носик, и прямую под ногтем с другой стороны ухожу в точку роста. По завершению снизу ноготочек обрабатываю бафом, чтобы убрать шелуху. По завершению отворачиваю ручку клиента от себя, ставлю на локоток и смотрю на симметричность. И вижу, как форма выровнялась, что теперь ноготь смотрит не в сторону, а ровно. При необходимости дорабатываю те места, участки, которые меня не устроили. Ну и, конечно, свою модель я не могу отпустить с разной формы ногтей, поэтому я сейчас везде заужу форму и сделаю классический миндаль. Появившуюся толщину убираю с боков. Обязательно попарно сравниваю ногти со второй рукой. Повернув их на бок, ставлю кутикула к кутикуле и смотрю на длину, какой ноготь мне необходимо по длине убрать. Видео мы рассмотрели главные аспекты правильного придания формы ногтей. Уверена, что отработав техники опила на практике, вы сможете избежать ошибок, таких как сломы ногтей, их разная длина
и ступеньки в точках ногтевого роста. Поставьте пальчик вверх, если видео было для вас полезным, подписывайтесь на канал. Всем успехов, пока-пока!